Друзья, привет! Давайте сегодня разложим 12 домов на ваши отношения и посмотрим, что же действительно происходит в самых главных аспектах ваших отношений в вашей жизни, да, то есть между вами и партнером. Ну и начнем мы с дома Овна и посмотрим, что движет вашими отношениями. Или это больше мужской дом. Поэтому тогда мы можем еще посмотреть его как бы проявление вашего партнера, да, как проявляется или что происходит, да, вот так. Ну, двойка мечей. Тут получается как бы общая ситуация. Ни вы, ни он не может на что-то решиться. То есть какая ситуация? Ситуация неоднозначная, трудно разрешимая. И как бы по сути вы и он находитесь в режиме выжидания. Да, вот для кого этот расклад? Для тех, кто не знает, что делать, не знает, рисковать или не рисковать, не знает, как поступить, да? Перекладывает ответственность, ждет ответного хода партнера, ждет, допустим, вы, например, ждете, что он будет делать, и не знаете, да. Он точно так же может находиться в этой ситуации. Вообще карта больше, вот эта карта больше женская. И я скажу так, ну, женщина не знает, что делать, ну и точно так же каждый из партнеров не знает, что делать. Как минимум, никто не решается на какой-то конкретный ход. Вот эта карта – это дом Тельца или дом ресурса ваших отношений. Что вы еще не использовали для того, чтобы эти отношения, ну, может быть, заиграли новыми красками, да, или ожили вдруг, или начали двигаться, сдвинулись с мертвой точки, да, как говорится. Что вы не использовали? Да, вы, наверное, уже использовали все. Здесь пятерка мечей. Здесь уже каждый не то, что использовал все ресурсы, а использовал все хорошее и нехорошее. Но я так скажу, ресурсов в ваших отношениях нету. Или они потрачены, или они еще не накоплены. Вот так вот. Хорошо. Пока что, знаете, такая ситуация. Семерки. Вы как бы пытаетесь что-то изменить, ну, хотели бы что-то изменить, но не решаетесь и нет чем. Есть такая, ну, слова такие у Высоцкого в песне, и все хорошее поистребили, да, вот, ну, здесь так. Окей. Давайте посмотрим, как ваши друзья, ваше близкое окружение, это больше друзья, влияют на ваши отношения с загаданным человеком или вообще, да, вот по ситуации. Ну, давайте я так скажу. Ваши друзья не мешают вашим отношениям, не мешают. Но у вас по этой карте может быть соперница, если вы женщина, и, ну, если вы знаете об этом, да, то, может быть, ваша соперница отвлекает вашего мужчину особенно, да, и как бы подманивает его себе. Поэтому здесь смотрите, если вы знаете, что у вас есть соперница, тогда она может отвлекать. Если вы знаете, что соперницы нет, тогда ваши, ну, как бы друзья, да, подруги вашим отношениям не мешают. Карта не конфликтная, она не о проблемах, поэтому, ну, я бы сказал так, если вы четко знаете, что у вас нет соперницы, значит, ваши близкие друзья вам не мешают, и если соперница не является вашим близким другом, подругой, да, ну, тогда она не мешает, да, вот так. Следующий дом – это дом родственников. Вот давайте посмотрим, какое влияние ваши родственники оказывают, то есть вмешиваются ли они. И вот здесь вот мы можем еще проверить, есть ли негативные родовые программы, если вам особенно часто не везет. Влияет ли кто-то из родственников или негативные родовые программы. Шестерка пентаклей, карта покровителя. Если ваш партнер или партнерша не раздает себя
особенно свои деньги, свои силы направо и налево, помогая вашим родственникам, тогда ваши родственники вам не мешают. Ну или вы не раздаете себя. То есть смотрите, если ваш партнер или вы в отношениях не раздаете свое внимание, деньги, силы, здоровье своим родственникам, тогда они не мешают. Если раздаете, могут мешать. Следующий дом у нас получается дом энергии. И мы посмотрим, какие энергии больше доминируют в ваших отношениях. Хорошие, нехорошие, быстрые, медленные. Ну, в таком ключе посмотрим. Ну, я вам так скажу. В ваших отношениях доминируют энергии десятки жезлов. Вот знаете, как бы нагромождено всего много. То есть есть энергии кармических узлов. То есть есть энергии долга, может быть чувство долга, может быть чувство вины. Есть энергии тяжести. То есть как минимум что-то вас перегружает в ваших отношениях. Или кто-то вас перегружает. Но учитывая то, что вот здесь вот эти 3 карты, ну я бы так сказал, вас не то что перегружает, у вас просто нету сил на эти отношения. Вот так идет. Ну давайте посмотрим. Вот здесь вот отработка. Вот здесь долги, работа, выполнение обязанностей. И вот мы спросим, какой кармический долг у вас в этих отношениях, но он вас при этом нагружает. Туз Пентаклей. Туз Пентаклей это, ну, как минимум деньги. То есть у вас финансовый вопрос будет нагружать. Ну, вот он здесь может проявляться, ну, как бы к родственникам, к детям, к маме, к папе, к брату, к сестре, да. То есть у вас кармический долг идет через деньги и через самореализацию вас и вашего партнера. То есть, смотрите, какой у вас кармический узел, кармический долг, да, вот в чем будут проблемы. Что вы будете отрабатывать? Вы будете отрабатывать, кто больше. Ну, это так звучит, кто больше, кто лучше, кто больше вкладывается, кто активней, там, кто больше зарабатывает, понимаете, да, вот в таком ключе у вас будет кармический узел и кармический долг, отработка кармического долга. Например, ваш партнер работает, вы не работаете, или наоборот, вы работаете, партнер не работает, понимаете, или кто-то за счет кого-то живет, содержит один другого, вот таким вот образом по этой карте. То есть кто-то будет отдавать себя, а кто-то будет, ну, как бы паразитировать один на другом. Вот это будет частью кармического долга и кармического узла, туз Пентаклей, материальный аспект. Ну и давайте посмотрим, вот насколько силен вообще ваш союз с загаданным человеком. 9 Пентаклей, но он силен по этой карте. Но он силен, но он основан на отработке кармического долга и на крепкости кармического узла по деньгам, финансам, по богатству, по обеспеченности, по щедрости вашего партнера и по взаимной щедрости. Это взаимная щедрость. Она рядом здесь. Это взаимность. Ну, как бы по взаимопомощи. То есть, если вы будете помогать друг другу в отношениях, то вы будете счастливы, и союз будет крепок. А если будет паразитировать один за счет другого, ну, тогда у вас будет как бы тяжелая отработка кармического узла, ну, с ощущением того, что вы готовы пошинковать один другого, да, в салат. Ну, такое ощущение, да. Хорошо. В чем суть кризиса ваших отношений и как долго может продлиться этот кризис? Королева мечей. Ну, суть кризиса здесь может быть соперник-соперница все-таки. Королева мечей. И, ну, я так бы сказал, что по королеве мечей все-таки это интеллект партнера, то есть кто умнее. Суть кризиса, да, но вы можете обвинять друг друга и говорить: ты дурак. А он будет, ваш партнер, говорить: ты дурак, да, вот так. Один другого обвинять будет.
Ну, суть кризиса – это справедливость все равно. Королева мечей – это аспект справедливости и соперничества. То есть соперник-соперница, и внутри ваших отношений вы между партнером будете соперничать. Вот такой нюанс здесь есть. Хорошо. То есть для того, чтобы выйти из кризиса, нужно перестать обвинять, действовать справедливо, честно и убирать соперника-соперницу, да, если таковой таковая есть. Но учитывая то, что тут рядом эта карта, да, мы подозревали, что соперник-соперница есть, то уже смотрите по своей ситуации. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Это дом Скорпиона, это у нас дом Стрельца. К чему и куда идут ваши отношения? Как долго здесь могут длиться эти отношения? Ну, весы, это долго, это затянутая ситуация. Куда идут ваши отношения? Не можем видеть, не можем знать, не должны видеть, не должны знать, но пока что дверь тут закрытая. То есть ваши отношения как минимум идут к разгадке тайны, к разгадке, может быть, и кармического узла, потому что это такой мистический, магический аспект. Но давайте я так скажу. К открытию закрытой двери. Двойка, двойка, 12, 12, да. И тут, как бы повешенные или весы, да. То есть к уравновешиванию ситуации, к развязке кармического узла, но через какую-то тайну. Через трудности, может быть, через женскую магию и, может быть, через открытие каких-то инсайтов для себя. То есть вы еще много чего не знаете здесь в этих отношениях. Хорошо. Здесь Стрелец, а здесь Козерог. Чего можно достичь в этих отношениях по максимуму? Максимум или, что самое хорошее, да, вот так тоже может быть. По максимуму здесь двойка кубков, любовь и сближение. Поэтому, видите, у вас есть за что побороться, чтобы открыть эту верховную жрицу или преодолеть верховную жрицу. Например, верховная жрица – это ваш соперник или соперница, или верховная жрица – это кармический узел. Понимаете, да? То есть максимум плюс эти отношения могут дать двойку кубков, а двойка кубков – это любовь, влюбленная. Хорошо. Вот эта карта, она о личности, но мы ее посмотрим как вашу личность. Каким или какой вам нужно быть в этих отношениях, чтобы, приблизиться к лучшей версии в этих отношениях. Или к лучшей версии себя для других отношений, да, так тоже можно посмотреть. Во-первых, вам нужно быть активной или активным, решительным, а у вас двойка мечей, здесь нерешительность, и вам нужно идти в конфликт, не бояться конфликтовать, действовать не только активно, но и принимая ответственность за свои действия, то есть не перелагать ответственность на своего партнера, не ждать от партнера каких-то решительных действий. А здесь как раз вот такая ситуация, когда, помните, я говорил, что вы не решаетесь. И он не решается. Он перекладывает, и вы перекладываете. А вам нужно от этого отходить. Вот эти две карты, видите, они так по диагонали идут. То есть задействовать свой ресурс. Но он у вас сейчас растрачен. Может, нужно его немножечко подсобирать. Да? 12-й дом – дом скрытого. Чего вы не видите, не знаете, есть ли магия, есть ли какие-то скрытые силы, которые вы не учитываете. Король Пентаклей. Вы не учитываете своих ресурсов вашего партнера, своих денег вашего партнера и заинтересованности третьего лица в ваших ресурсах и в ресурсах вашего партнера. Также вы не учитываете, что здесь мужчина может быть действительно надежным и толковым, возможно, если вы возьмете под контроль ресурсы. Не только свои, но может быть и его. Услышимся и до встречи. Пока-пока.